Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live. Меня зовут Саня, и сегодня мы тестируем с вами третий, второй, для кого-то первый эшелон. Это ZTE Nubia 50 Ultra. И кто бы что ни говорил, этот Z50 Ultra относительно интересный телефон. Почему? Потому что, во-первых, фронталка не видна. То есть сейчас я, получается, использую фронталку, которая практически незаметна в принципе. Во-вторых, если вы обратите внимание, позади меня значок Польза.нет, и на этом канале уже есть основной обзор на этот девайс. На лайв-канале вы можете посмотреть минутный шортс, но там будут в основном какие-то хорошие слова. Фронталку я много мучить не планирую. Сейчас у нас миссия простая, это проверить автономность данного девайса. И из плюсов, разумеется, это матовая тыльная часть из стекла, рамка металл. Есть переключатель, который отправляет вас в камеру, и, к сожалению, он у меня не программируется, у кого-то как-то где-то кто-то нашел, как его перепрограммировать, может быть, в прошивке, но в другой. Если говорить о микрофонах, напишите, пожалуйста, как работают микрофоны, хорошо ли меня слышно. Если говорить о том, насколько хороша фронталка, я стримлю в 1080p 30 fps, в принципе, это максимум для фронталки, и по большому счету это максимум для того, что может выдавать, в принципе, Twitch. То есть, если стримить в большем разрешении, то он будет подтормаживать даже с моим гигабитным интернетом. Если говорить о смартфоне в целом, он тротлит, он не может пройти 3D Mark без почти родовские микрофоны, Акрад, Коровет, это круто. Так вот, он тротлит, если видите, микрофоны здесь супер. Если говорить о каких-то вещах 3D Mark он вообще не проходит. По автономности в PC-марке 6 часов даже нет. Если говорить о языке, здесь только английский, русского не предвидится. На глобалке я не думаю, что они выгрузят данный смартфон. Слишком много «но» за эти деньги. Почему много? Потому что за 50 тысяч здесь экран не LTPO. За 50 тысяч здесь нет защиты от влаги. Почему за 50 тысяч? Я все время повторяю. Потому что за эти же деньги китайский перепрошитый Xiaomi 13 Pro, который рвет этот девайс по полной программе, логично его купить. Если поменьше, то Xiaomi 13. И вот от этого негатива, который я все время гоню, почему? Потому что, может быть, мой канал отличается тем, что я сразу вам говорю, или в конце ролика, что вот это лучше, потому что оно дешевле. И вы можете долго и упорно меня убеждать, что первый эшелон это не Xiaomi, и их флагманы это не флагманы. Но однозначно флагманы Xiaomi лучше, чем флагманы ZTE. Вот хоть тресните вы, хочу я этого или нет, или вы хотите или нет. Не говорю о других брендах еще более мрачных, которые пиарят, просто, я не знаю, наверное, они миллиарды уже тратят на рекламу, потому что они еще больше дно, чем ZTE. Но мы не будем вспоминать о них, потому что это плохая реклама, которая для них тоже сделают хорошо. К чему это все? К тому, что сейчас мы выяснили, что смартфон спокойно на Snapdragon 8 Gen 2 выбивает 1 миллион 240 тысяч баллов. Еще раз повторяюсь, обзор уже на основном канале к тому моменту, как я выгружаю то, что я делаю сейчас на Твиче. Почему? Потому что, в принципе, я в смарт уже поиграл, и все, мне нужно только при вас измерить, как он сбрасывает яркость. Автономность я тоже измерял. Поэтому мы плавно переходим с вами в Tactic Cool, посмотрим, дает ли он 120 Гц, как в некоторых смартфонах. Вспоминаем, где на Dimensity нам давало 1200. Так, почему-то он не переключился. Почему он выдавал 120 Гц, помните? И первым темпом в Tactic Cool. Все, я беру люксометр, чтобы знать, какая у нас яркость. Яркость у экрана, кстати, норм. Прям вообще норм. И, разумеется, термометр взял. Пирометр, без разницы, как его называть. Сейчас я проверяю количество люксов при вас. Ну, не при вас, вы не видите, но я-то вижу. А мне вас обманывать смысла нет. Так, он почему-то показывает 650, хотя в обычных условиях обстановки он показывает 700. Неужели он уже сбросил яркость? Извините за наглость, но надо, наверное... Нет. 584, 583 люкса. Притом заметьте, что я в других обзорах смотрел, у человека было 600. Но там он измерял не на том. Так, выключаю звук, чтобы вам не мешало. И по большому счету, да, 4-й левел у кого-то. А я все еще этим типом. Я виден одному типу. И секундомер, давайте смотрим, сколько у нас градусов. Градусы. Секундомер, точнее, секундомер, сколько у нас процентов. Я просто сегодня весь день на него делал обзор, у меня уже голова кругом. Ну и плюс еще параллельно на OnePlus добиваю обзор, который мракобесный.
3 лайт. Но я думаю, вы и так в курсе, что он мракобесный. Так, старт. 63%. Не знаю, часик мы поиграем или нет, но плюс-минус так. Все, понеслась. А, стоп. Никакой не понеслась. Как подло с моей стороны было не проверить настройки, да? А то сейчас он бы тоже на лайте таком поиграл бы. О, 120 FPS, ультра, понеслась. Вот теперь уже интересно. 63% и секундомер я включил уже. Все. Закрыть. Так. Сейчас я открою Twitch, чтобы была возможность с вами общаться. А он у меня и так открыт. Мне его надо просто открыть до конца. Как у кого день прошел, как выходные. Напоминаю, что основной канал Польза.нет. И на лайв подписывайтесь, шортсов будет много интересных. Кейв, Кит, привет. Привет. Остался только один. Или у меня неправильно показывает просто-напросто Twitch. Что тоже, кстати, вполне возможно. Потому что Twitch еще такая история. Нестабильная. Так, сейчас музыку погромче. До этого музыку ставил с правами. Сейчас без прав. Так, бесправная музыка. И вот так. Нет, тип не едет со мной. Ну хорошо. Ага, то есть его уже завалили, получается. Уже одну машину они убили. Так, стоп. Опа, мина. Мину сбросили. Неясно кто, неясно. Ох ты, ничего себе, как он с гранатомета красиво меня снял, да? Еще и на мину кто-то встал. Ладно. Напоминаю, что в Тактикуле я не потратил ни копейки и никому не советую, разумеется, на игры ничего тратить. Почему? Как многие мне жалуются, что Саня, я там играю как бог, и у меня убогий уровень. Ну и все, играй. В этом-то и смысл. Я считаю, что игры, которые подразумевают трату денег, плохие игры. Так, и ничего себе, прикиньте, я его луплю сколько, его не убил. Как так? Вот как? Бесправная или беспредельная? Ничего не понял. Оговорочки по Фрейду у меня уже, да? Так, и что там? Ага, там снайпер. Снайпер, который лупит по всем. И вот здесь тоже снайпер. Хорошо. Еще вот так поиграем. Еще туда. И тип почему-то стал убегать. Непонятно почему, но окей. Вот за что мне нравится в подобных типах, они прям уверены, что они могут все. Если у них какие-нибудь левелы космические, особенно у героев, то они прям могу, хочу, магнолия, хочу ли я, да? А это не так. Ничего себе. Так, и серьезно? Вы прикиньте, я по нему луплю, и хоть бы фиг. Вот как так может быть? Как так может быть? Притом еще в сидячем положении. Это бред вообще, просто бред. Ладно. Перезабрали. Здесь кто-то бегает. По кругу притом. Один повис и все, и всей команде хана. Так. Окей. Угу. Раз. Два. Не успел бросить. Как так? Все бывает, так сказать, да? Балабайка, архитектор, кто-нибудь есть на связи? Как звук? 10 минут отыграли уже, кстати. Раз. Два. Три. Раз. Да что ж такое? Я же, блин, специально убежал в туман. Звук норм, отлично. Самое важное. Смарт уже греется, Прям нормально. Ну, мы через 10 минут еще будем смотреть, как он сбросил яркость. Было 850. Привет, Саня и чат. Привет. Все, кирдык.
22 100. Мне кажется, что это мой личный фейл был. Не проявил я себя в этой игре. Да. 3-3-3-5. Пам-пам. Надо было не подставляться под ракетницу, и все бы было хорошо. Кстати, тротлинг тест нормально. Сейчас при мне проходит OnePlus 3 Lite. Очень даже прилично. Понеслась. А ненавижу эту карту. Мне кажется, я никогда ее нормально не прохожу. Никогда. Есть. Не до конца. Но все равно нормально. А так греется он прям конкретно уже. Я говорю, тротлит проц и греется. 3-3. Понеслась. О. Есть. Ладно, подвинул хотя бы. Подвинул, и наши успели забрать сумку. Самое важное. 51 за IQ 11. По мне нет. Потому что IQ 11 это IQ 11, это не 11 Pro. Это Global, нет? Так, и все. Нет, не все. Вот так надо сделать. Ах, ничего ж себе подставился как. Ну ладно, газы все равно нормально раскидал. Китай. Микролаги. Буду в курсе. У меня смарт не без лагов, но греется очень сильно. Раз. Два. Три. Сумка. И бегу. Бегу там, где мне можно жизни более-менее набрать. Саня, привет. Привет, Дмитрий. Дошел до нас все-таки. Вопреки всему, несмотря ни на что, да? Раз, два. Три. Раз. Ну, два. Да я же убил его одновременно. Даблкил. Прикиньте. Даблкил это круто. Я все равно молодец. Как у тебя с обзором дела, Дмитрий? Так, откидываемся здесь. Обкидываемся газом. Мелочи все равно подрубит их. Подрубит. Если они бегут здесь, значит они побегут здесь. Ох ты, ёшки. О, я его пока, получается, на себя переманил. Китай. Да мне кажется, дорого. Так, главное, чтобы не забрали все. Жапень. Жапень, что забрали. Все. Без вариантов. Не отдадут теперь. I will not give back. Вообще телефон горячий. Я потом в Антуту зайду, даже если вылетит через 30 минут игры, хорошо? Мне он что-то не грелся до этого, потому что, наверное, 120 FPS не было. Угу. Блин, не успел я. Ладно, заманил их хотя бы. Но от этого ничего ничем не помогло, потому что вон. У нас один тип стоит в углу и все. Буду выставлять на продажу. Мне бы когда-нибудь опа бы что-нибудь прислали. Но опа мне, а не смартфон. Вот мне и опа. За опу. Опа.
Ну, валите давайте отсюда. У меня же есть шанс еще. Ну, давай, 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 давай. Давить главное. Главное давить потихоньку. Но нет. Не получилось. Хотя я брал огонь на себя. Ну ладно. По-моему, я потерял, да? Сумочку. Бэтком Алекс, привет. Universal, привет. Ты дошел до нас? Ладно, я сейчас все-таки измерю температурку. Куда я все положил? Все подготовил, а потом все убрал. В лучших традициях просто. Вот он здесь лежит. 41 градус. И грани. Грани, кстати, странно. Короче, 41 градус корпус. Но вообще неприятно. А лицо 39. С фронта 39, с тыла 41. И ручки начинают даже без чехла уже потеть. Слегка. Что у нас с процентами? 57. Было у нас... Сколько процентов? 63, по-моему, 65. Сколько у нас процентов было? Други. Кто засекал? 11, 63. 63, 57. 6% за 10 минут. Какая-то вообще нездоровая штука. А почему? Я говорю, видите 120 Гц как пожирают? Очуметь. Не будем о грустном, ладно. Вот это злая карта. Очень злая. Мега злая карта. Не-не-не. О! Понеслась. Понеслась. Все с пулеметами. Все по-крутому. Но здесь самая тема это пулеметы, мне кажется. Или Винчестер. Но какой-то очень крутой. Да ладно, что они сюда-то прибежали? Понеслась. Вот. Не будем мешать типам делать их работу. Ух ты, ёшки, как я подставился-то, а? Есть, есть. Ладно. Ладно, это было близко. Во всяком случае, так весело. Когда не у нас это штуковина. И... Так, мина, окей. Надо подождать еще этих гавриков. Да, еще успел. Успел я сделать гадость. Чтобы тяжело было бегать. Надо успевать делать 3 гранаты и потом уже маньячить. Серьезно? Ну вот что он за супер тип такой? Какой у него там левел, что он меня так ушатал? Хотя я первый начал стрелять, и еще и он под газом был. Вообще какая-то лабутень. Лютейшая просто. Раз. 2. 3 сесть и ждать. Вот этот тип злой. Еще и этот тип злой. И эти типы злые. Есть. Зацепил их. Уже опять забрали. Такой дурдом просто. Просто дурдом. О, там этот газовый маньяк.
Есть. Должны его сожрать. Должны его сожрать. Не могут не сожрать его. Блин. Ну что ж такое? Как они подставляются прям под одного пулеметчика? Раз, два, три, четыре. Мне кажется, у него какой-то баг. Не может просто человек так сносить. По 4 типа. Как с куста. Так, понеслась. Угу. Зашибись. Понеслась. Нет, 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 нет. Вот сейчас их начнут поедать. Пока они по мне стреляли. Да. А наши могут забрать, но не заберут. Мне кажется, не заберут. Хотя могут. Технически. Нет, 4 бегут только. Наверное, не заберут. 5. Ну, и газ есть. Ее могут восстановить в другом месте просто. Вот, есть. Есть сумка. Все. Килл. Раз. Килл. Два. Килл 3. Блин. И отсюда еще бегут. Блин, да что ж такое? Слишком их много. Нет, эти заберут. Заберут, они крутые типа. Хотя, смотрите. Ну-ка. Раз. Не хватило чуть-чуть жизни. И хватило. Блин, в кустах был. Все. Отсюда уже убежит. Что это такое, а? Все, финал. Так, что мне интересно, через 20 минут, так это яркость. Сбросил он или нет. Горячий он прямо аж ох. А сбросил он 100, 200, ну 120 люксов. Вообще немного, кстати. Меньше, чем кто у нас там сбрасывал, немного так же. Незаметно. То есть было 800, стало 700. И понеслась. Четвертый, хорошо. Меньше, чем X6 Pro, да. Такой горячий вообще смарт, просто нереально горячий. Либо это из-за того, что он металлический, так кажется. 40 градусов, 41. 41 градус. Очень горячим кажется. И точка Б. Мне подсказывает что-то, что получится. Что они все пошли туда. Сейчас прибегут сюда. Есть. Все. Теперь пусть прибегают. А мы со своей стороны будем здесь и ждать. Да. Точка газ на барабане. Захватить сложно. Но если ты захватил, там уже все намного проще становится, конечно. 40. Они, конечно, сейчас гурьбой пойдут. Тип зря очень подбежал туда. Есть, успел. Успел бросить. И фиг они вернут. Если помочь чуть-чуть снести. Все, получилось. Не получилось.
почти. Ну что, помогут ему умереть или нет? Помогли, молодцы. 43. Надо на машине ехать. Опять отбивают точку. Ракеты еще при этом. Point back. Блин. Ну серьезно? Как вот так играть? Point back. И вот. Ну. Ладно, чуть-чуть их отвлек. Те оборону построили, ни хера не построили они. Под гранаты только попали и все. Вот она вся моя тусовка. Ладно. Ну это, кстати, удобное для обороны место. Подбегай не хочу просто. Ну, нет, не гасят они. Не гасят они никого. Надо здесь стоять. Окей, будем стоять здесь. Будем стоять здесь и защищать здесь. Но не подходите вы к снайперу, нафиг он вам нужен. Нафиг он вам нужен. Давайте. Есть один с винчестером, молодец. И двое сразу под этот. Ну что за тусовка такая? Все, хана. Не успеет он, двоих надо. Он там бегает по-любому со снайпером, разбирается. Ну, конечно, не до фигни ему. Короче, надо бежать на другую точку и пробовать заряжать там все. Что это все в пользу бедных. Конечно, коллектив у меня нулевой, просто нулевой. Нулевой. Вот кто бы на точку А пришел бы, да? Никого нет. Зачем он на точке А быть, да? Угу. Подходите. Вот опять же 4 человека в одно место. Под ракету. Меньше, чем X6 Pro. Ну посмотри ты в записи. Зачем спрашивать, если можно посмотреть? Ну под снайпера, конечно, встал. Идеально. Сейчас они будут собираться. Огонь и газ. Блин. Ну чего же они в одном месте, блин? Все под гранату. Одна граната и все. Долбоящера. Семь, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Победа. Да, они по сути устали играть просто и все. Интересно. Или все просто со снайперками были и никто не хотел подходить. Очень интересно. Ну. И... Так, сколько мы уже рубимся? Кстати, сегодня, еще раз повторяюсь, будет обзор на данный девайс. Я понимаю, что он не дофига популярный, я поэтому его ни с чем не сравнивал. Извините за мой французский, но и правда. То есть, это называется
Купить то не знаю что, затем не знаю зачем. Для обзора. Норм. Так, и ждем, будем смотреть. Да, я уже выгружаю. О, снайпер там. Здесь снайпера. И серьезно? То есть я по нему лупил и хоть бы что. И здесь еще взрыв. Отлично. А почему там взрыв был? Что за игра? Угу. Есть. Сейчас этот еще. А почему он не по газу? Он же по газу, по идее, идет. Есть. Зацепило хоть чуть-чуть. Зацепило чуть-чуть. И вопрос теперь как до туда дойти с этой стороны. Потому что с этой стороны типов много. Есть. Зацепил. Раз, два, три. Ей, сумка там. Ну, теперь он заберет сумку. Ладно. Последний шанс. Забрать вот так. Есть. Есть. Так, тихо. Тихо. Плавно. Вот, да. Вот на меня. Меня стреляй. Не типов моих. Вот так. Вот так. А! Бежим, 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 бежим. Здесь машина осталась абсолютно бесконечно бездарно, конечно. Как и моя. Но моя хоть доехала. Так, раз. Не-не-не-не-не. Я не претендую. Два. Бежать. И. Теперь можно с поддержкой уже лупить. Угу. Серьезно? Да как так вообще? Ну ладно, я их додавил. Я реально их додавил. Если заберут, то это и моя заслуга тоже. Ну, по-моему, не заберут, да. Не вплотную просто их выносят и все. Что ж за беда-то такая? Хоть не играй, да? Ждем, буду смотреть. Так как 6 Pro мы уже гоняли так. Зачем ждать-то? Чего ждать? Так интересно ждать то, чего уже обозревали. Так, и раз, и два здесь. А, есть, успел. Успел. Могут при желании справа, если пойдет. Раз, два, три. И последнего. Вдвоем забрать. Вдвоем забрать. Даже если снайпер, реал. Ёшки, как лоханулись-то. Надо было справа оббегать, а не здесь. Все, хана. Вот этот им с платной пушкой порвал. Ну и все, чего там стрелять уже. Уже бессмысленно. Горячий, руки потеют. Прикиньте, у меня начали даже руки потеть без чехла. 42 градуса. 42,3. Очуметь. Так, а сколько у нас прошло времени? Не вижу. 30 минут. 30 минут, 63%, 46. Ну, это абсолютный лидер, потому что он съел, получается, 17%. За 34% в час он поедает на 120 Гц. У меня реально он съел на 60 Гц всего 16. Много, короче.
Очень много он съел. Ладно, перехожу я в чат. Что я могу вам сказать? Ага, еще и ротация не работает. Давайте так тогда закончим. Смарт. Интересный. Греется космос. Давайте геймплей зайду в Антуту, чтобы если он не вылетит, вы увидите, как все романтично. В Антуту вы видите 47 и 43 градуса, и это космос. То есть это дело ощущается. Но плюс, что он не вылетел. Рукам некомфортно даже без чехла 42 градуса, я вам честно скажу, неприятно играть. Я не хочу продолжать играть. И если кто-то будет планировать приобрести данный смарт для игр, будьте внимательны, это плохая идея. Всем добра, спасибо, что зашли. Я думаю, что 34% в час это максимально жестко. И 6 часов получается PC-марки, которых даже нет. Они как раз ярко отражают то, что у кого-то не из тех мест руки растут, и оптимизация процессора не только из-за его пилы в тротлинг-тесте шлакоблок, но и из других каких-то вещей. Можете написать мне, в чем я не прав. С удовольствием подискутирую. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, основной канал Пользы.нет, посмотреть полный обзор и, разумеется, посмотреть шортс. Всем добра!